10 марта 2000 года лопнул самый большой пузырь дотком-компаний за всю историю фондового рынка США, который потянул на дно более 5 триллионов долларов. Такой взрыв обрушил индекс NASDAQ на 70%, а S&P 500 более чем на 50%. На грани краха были такие гиганты, как Dell, Intel и даже Microsoft. Тогда в эпоху развития интернета одна за другой начали появляться компании, которые привлекали огромные инвестиции на фоне роста популярности интернет-технологий. Инвесторы верили в то, что это новое направление принесет высокие проценты профита, ведь в середине 90-х ярким представителем стала компания Cisco, которая только за первые 5 лет своей работы принесла 3000% роста. Но мало кто понимал, что на рынке надувается огромный пузырь, ведь доходы компании не соответствовали ожиданиям, а 90% бюджета просто вкладывали в рекламу, только для того, чтобы привлечь больше инвестиций. В результате точкой кипения стал 2000 год, когда на фоне повышения ставок ФРС инвесторы начали продавать свои акции, что запустило эффект домино и оставило большой отпечаток на фондовом рынке Америки. А теперь, друзья, просто взгляните на вот этот график, который показывает долю технологического сектора S&P 500. Прямо сейчас, как и ровно 24 года назад, он почти составляет 35%. Причем только 20% приходится на такие компании, как Microsoft, Apple и, конечно же, Nvidia, которая считается самым большим пузырем. В первую очередь это связано с искусственным интеллектом, который, несмотря на свою популярность, до сих пор не оправдывает такие огромные инвестиции, из-за чего, например, акции компании Intel падают на 25%, и компании приходится сокращать свои расходы. Также, по заявлениям экспертов крупнейшего финансового холдинга UBS, раздуты не только компании ИИ, а весь фондовый рынок США в целом, на что указывает 8 ключевых показателей. Но после краха пузыря доткомов самый известный инвестор в мире Уоррен Баффет отметил, что сравнение рыночной капитализации акций и ВВП является лучшим индикатором того, переоценены или недооценены акции по текущим ценам, что назвали индикатором Баффета. Так вот сейчас этот индикатор предупреждает нас о крупнейшем пузыре за последние 100 лет, в то время как сам Баффет продает акции и переводит почти 200 миллиардов долларов в наличные. Но за последние годы на рынке появился еще один рискованный актив, который очень сильно коррелирует с акциями и также рискует упасть в случае начала коррекции. И да, это биткоин. Мы с вами неоднократно убеждались в том, что цена биткоина напрямую зависит от фондового рынка США. Но вот теперь вопрос. Есть ли реальная угроза того, что прямо сейчас мы находимся в большом технологическом пузыре, который повторит историю 2000 года? А ответ на него вы получите сегодня в ролике, потому что мы проведем большой анализ акций компаний, чтобы оценить реальные угрозы падения фондового рынка. За такой новый формат ролика поддержите нас лайком, ведь мы уже готовим для вас топ лучших монет на осень с низкой капитализацией, и он выйдет гораздо быстрее, если вы наберете 2000 лайков. Поэтому вам, как всегда, спасибо за поддержку, приятного просмотра, меня зовут Влад, давайте начинать. Что ж, дорогие друзья, сегодня нам предстоит понять, насколько высокой является угроза обвала фондового рынка США из-за роста пузыря в технологическом секторе, поскольку от этого напрямую будет зависеть рынок криптовалюты. В среду мы в очередной раз убедились в том, что крипта очень сильно коррелирует с акциями, ведь после публикации негативного отчета по индексу ISM акции S&P 500 резко упали, и биткоин отреагировал на это тестированием локального минимального уровня 55 600 долларов, в то время как многие альты просели от 3 до 10%. И эту главную причину падения буквально сразу опубликовали редакторы нашего телеграм-канала Coin22, за счет чего наши подписчики раньше всех узнали, из-за чего именно упал рынок. Также у нас в телеграм ежедневно публикуются актуальные криптоновости, что не позволит вам пропускать важные события, поэтому рекомендую подписаться прямо сейчас. Вначале я вспомнил о таком периоде на фондовом рынке США, как пузырь доткомов. Он начался в конце 90-х и достиг своего пика в начале нулевых. Как вы уже поняли, в это время процветали интернет-компании, и технологический сектор США получал огромные инвестиции, за счет чего его капитализация превысила 2,9 триллионов долларов. Таким образом, на пике в начале нулевых почти 35% общей стоимости индекса S&P 500 составляли именно акции технологических компаний. Чтобы вы понимали, в то время акции некоторых фирм росли на сотни процентов за месяц, а ярким представителем является компания Cisco, которая только за первые 5 лет своего существования
существования выросла на 3000%, а на пике в 2000 году превысила 100 000% роста. Но с каждым негативным отчетом по выручке, которые публиковались на протяжении нескольких месяцев подряд, с полным неисполнением обещаний со стороны компаний и, конечно же, на фоне разочарований инвесторов, которые не оправдали своих ожиданий, приток капитала в данный сектор быстро остановился. А когда инвесторы осознали, насколько акции являются переоцененными, ведь та же компания Cisco в целых 130 раз превысила прогнозируемую будущую прибыль, произошла массовая продажа, которая спровоцировала самый большой обвал в технологическом секторе за всю историю. Для большого количества компаний, которые даже были на уровне с Apple или Amazon, 2000 год стал финальной точкой, при этом всеми знакомые Dell, Microsoft, а также Intel были на грани краха. Ведь доверие упало ко всем, кто хоть как-то был связан с технологиями. А теперь внимательно посмотрите на данный график. Сейчас мы возвращаемся ровно в то место, где находился рынок в 2000 году. И сейчас только на 3 компании США, а именно Microsoft, Apple и Nvidia, приходится целых 20% всего индекса S&P 500. И это вызывает опасения, что прямо сейчас формируется такой же пузырь, потому что всего за 2 года в условиях высоких процентных ставок ФРС S&P 500 вырос более чем на 50%, в то время как NASDAQ более чем на 70% с конца 2022 года. И знаете, кто больше всех вызывает вопросов? Ну, конечно же, Nvidia и нашумевший искусственный интеллект. За 18 месяцев, с тех пор, как ChatGPT начал гонку вооружений ИИ, технологические гиганты обещали, что эта технология готова произвести революцию в каждой отрасли, и использовали это как оправдание для траты десятков миллиардов долларов, чтобы развиваться в этом направлении. Вот только если максимально объективно, то действительно стоящих продуктов, на которые уже ушло сотни денег, мы пока еще не видим. При этом компании также не могут похвастаться ростом своих доходов от ИИ или прибыльными новыми продуктами, из-за чего инвесторы начинают нервничать. Например, отчет по выручке Amazon в августе оказался ниже ожиданий, хотя компания тратит кучу денег на ИИ. Также в прошлом месяце акции Intel упали на 25%, после того, как компания заявила, что из-за больших расходов на адаптацию к волне ИИ она сокращает свои расходы на 10 миллиардов и увольняет десятки тысяч работников. Также это касается и доходности Google, Microsoft и Meta, хотя эти 3 компании сейчас планируют тратить больше денег на развитие ИИ. Честно говоря, это не совсем нравится инвесторам, так как они не видят от этого особого результата. Тем не менее, деньги тратятся не маленькие. Также есть опасения, что инвестиции в ИИ будут очень долго окупаться. Ранее аналитик Goldman Sachs утверждал, что сама технология не предназначена для решения сложных проблем, которые оправдывали бы такие затраты. В качестве примера того, как долго могут реализовываться продукты ИИ, давайте возьмем технологию Tesla, полностью автономного вождения на основе ИИ. Tesla продавала технологии помощи водителю как главный козырь к бизнес-плану компании с 2015 года и постоянно обещала, что она будет полностью работоспособна в короткие сроки. Но FSD по-прежнему требует внимательного водителя-человека, способного взяться за руль, в случае, если что-то пойдет не так. И она регулярно сталкивается с проблемами, почти через 4 года после того, как она впервые была представлена клиентам Tesla. Таким образом, нужно понимать, что когда компании на протяжении долгого периода времени получают большие инвестиции, построены только на вере и какой-то одной идеи, хотя это не приносит свои плоды и доходность компании стоит на месте, происходит формирование того самого пузыря, когда реальная цена акций сильно превышает прогнозируемую будущую прибыль. Например, у Nvidia данный показатель завышен 40 раз, и многие американские инвесторы опасаются того, что Nvidia также является пузырем. В недавнем отчете Financial Times аналитик из хедж-фонда Elliott Management назвал Nvidia пузырем по причине того, что компания напрямую зависит от ИИ, хотя данная технология имеет очень много проблем, и в отчете он указал, что по факту ИИ очень сильно переоценен, а многие приложения еще просто не готовы к массовому использованию. Также нужно всегда учитывать то, что чем быстрее и выше растут акции компании, тем риск резкого обвала на фоне негативных новостей увеличивается. С Nvidia это происходит постоянно, ведь как только на днях появились слухи о судебной повестке от Минюста, акции упали на 10%. Нечто похожее наблюдается и в крипте, потому что если монета растет только на хайпе, и ее пампят на положительных новостях, то при начале коррекции ее проценты убытка будут гораздо выше. Например, те же токены ИИ негативно отреагировали на последние новости Nvidia и сильно упали, что привело к снижению портфелей тех инвесторов, которые холдят ИИ монеты. Но если честно, это касается всех криптовалют, поскольку сейчас на рынке коррекция. Да, в это время спотовые инвестиции уже не приносят такой профит, как на булране, и приходится просто ждать. Но зачем тратить свое время, если можно зарабатывать на трейдинге, при этом даже на падении?
В чем вам поможет наша подписка Coin22 Pro, где вы ежедневно можете получать лучшие точки входа на разные монеты. Например, на днях все участники Pro получили шорт-сделку на токен Aave, который принес от 80% профита. А до этого мы заработали от 70% на падении лайткоина и еще на многих других шортах. Ведь пока рынок падает, самое главное вовремя открывать позиции по оптимальным уровням, что сможет сделать каждый и даже новичок, поскольку перед началом торговли мы предоставляем пошаговое обучение, в котором первые сделки вы будете открывать со специалистами, а на всех этапах работы у вас будет поддержка 24/7. Также мы подберем для вас самые перспективные монеты в портфель, которые сейчас торгуются на минимальных уровнях, чтобы в будущем заработать на их росте. Коррекция – это неизбежная фаза на крипторынке, но чтобы зря не терять драгоценное время, а прямо сейчас зарабатывать на движении монет, переходите по ссылке в описании, напишите нам и уже сегодня присоединяйтесь к подписке Pro. Сегодня я затронул такую вещь, как индикатор Баффета. Так вот, он сравнивает общую рыночную капитализацию всех публичных компаний в США и ВВП. Хотя индикатор пока не достиг рекордных значений, он составляет 197%, что сильно превышает те уровни, которые наблюдались перед крахом пузыря доткомов и перед началом Великой рецессии в 2007 году. Некоторые аналитики считают, что именно это и стало причиной продажи акций Баффета на сумму почти 200 миллиардов долларов. Но стоит понимать, что индикатор Баффета не является гарантированным предвестником краха. Тем не менее, его показания должны заставить нас задуматься, поскольку они сильно превышают диапазон коэффициентов, которые в обычное время отражают точно оцененный фондовый рынок. И нормальная оценка – это 100%. С другой стороны, сравнение общей рыночной капитализации и ВВП далеко не единственный показатель, указывающий на существование пузыря, а проданные активы Баффета полностью соответствуют уровню свободных средств, которые компания ставила для будущих инвестиций. В течение последнего года было много разговоров о том, что фондовый рынок находится в пузыре, поскольку ажиотаж вокруг генеративного ИИ привел к росту цен на акции до рекордных максимальных уровней. И в недавнем отчете UBS стратег Эндрю Гартвейн указал 8 предупреждающих признаков пузыря на фондовом рынке, и по словам Гартвейта, 6 из них уже проявляются. Это означает, что на фондовом рынке пока нет пузыря, но он может скоро появиться. И как сказал аналитик, положительный риск заключается в том, что мы окажемся в пузыре. Если мы окажемся в такой ситуации, то мы считаем, что она похожа на 97-й, а не на 99-й год. Это важно, поскольку пузыри на фондовом рынке приводят к очень сильному падению на 80%, если они лопаются. Но Гартвейт говорит, что мы еще не достигли этой точки. Но тогда вопрос, насколько все критично именно сейчас? По факту сейчас бум дотком компаний повторяется, ведь акции из технологического сектора увеличились до 32% от общей рыночной стоимости S&P 500, что является самым большим процентом с 2000 года, и 20% рынка контролируют только 3 компании. Однако по данным DataStream, сейчас акции оцениваются более скромно, чем на пике пузыря, а в 2000 году они превышали в 48 раз. Разница очевидна в оценках Nvidia и Cisco, чьи акции еще не достигли пиковых значений во время пика доткомов. По данным DataStream, хотя обе акции резко выросли, акции Nvidia торгуются по цене в 40 раз превышающей прогнозируемую будущую прибыль, тогда как у Cisco она была на уровне 131 в марте 2000 года. Аналитики Capital Economist также отмечают, что текущий рост в большей степени обусловлен хорошими прогнозами прибыли, а не ростом оценок, что является признаком того, что на этот раз фундаментальные факторы играют более важную роль. Хотя пузырь искусственного интеллекта не является гарантированным, многие инвесторы опасаются, что в ближайшие месяцы показатели могут стать еще более напряженными, если рост экономики США останется устойчивым, а акции компаний продолжат расти. Доходы технологических компаний в настоящее время действительно показывают позитивную тенденцию. Во-первых, их маржинальные ставки выросли за последние 20 лет, чего нельзя сказать об остальной части фондового рынка США. Во-вторых, анализ динамики доходов, который генерируется с листингов компаний за последние 15 лет, показывает, что доходы технологических компаний демонстрировали тенденции в соответствии с остальной частью рынка в период с 10 по 17 год, но затем, начиная с 18 года, вступили в гораздо более благоприятный цикл. Доходы технологических компаний по факту росли в 2-3 раза быстрее, чем доходы тех компаний, которые не связаны с технологиями с конца 2017 года. И по общему признанию, данный путь был линейным, но общая тенденция очень позитивна и намного сильнее, чем у обычных компаний, которые пострадали от слабой экономики США в период с 22 по 23 год. Но рынки все еще травмированы пузырем доткомов конца 90-х годов, что означает, что страхи нового пузыря возникают
всегда, когда в технологическом секторе происходит рост. Рынок ИИ продолжает раздуваться, а быстрое расширение искусственного интеллекта и пузырь доткомов действительно очень похожи. В обеих случаях впечатляет масштаб взаимодействия технологий на экономику. В частности, ИИ оказался очень популярной темой, из-за которой, например, Илон Маск начал инвестировать в этот сектор, но при этом он предупреждает о его опасности. Как в случае с пузырем доткомов, мы переживаем цикл ажиотажа по поводу ИИ, и он представляет собой быстрые инновации, очень активные инвестиции и множество новых инвесторов. Ну и, конечно же, завышенные ожидания. Согласно данным, с 2021 года наблюдается устойчивый рост. При этом текущий размер рынка оценивается примерно в 20 миллиардов. При этом по прогнозам он достигнет 1,8 триллионов к 2030 году. И очевидно, что мы находимся на заре нового цикла инноваций. Ведь эти новые технологии будут пытаться внедрять в экономику на протяжении следующих 15 лет. Конечно, не все будет заметно сразу, и пока еще слишком рано прогнозировать, какое влияние это окажет на саму экономику. Тем не менее, новые направления появились именно после доткомов, и они переформатировали общий экономический ландшафт, после чего появились социальные сети, электронная коммерция и много других технологий. И аналогичным образом новый цикл, который сейчас формируется, окажется фактором, который изменит правила игры для фондовых рынков. И, конечно, сейчас это будут компании Nvidia, Tesla, Meta и многие другие, кто направит больше инвестиций в рынок искусственного интеллекта. Вот только нужно понимать, что это направление должно приносить компании прибыль, а не как в случае с Intel одни убытки и лишние расходы. Если наступит момент, а есть большие риски, что он наступит, ведь в мире ничего не вечно, тем более на рынке рискованных активов, то технологии ИИ, а также компании не оправдают ожидания инвесторов, то это окажет очень сильное негативное влияние на фондовый рынок США и, конечно же, волной затронет другие секторы. И уже в этом случае нам не стоит забывать, насколько сильно крипта коррелирует с акциями, ведь по сути многие альты очень сильно напоминают те же акции. И если угроза взрыва пузыря вырастет, что может произойти по разным причинам, то инвесторы в первую очередь выведут капитал из рискованных активов, таких как акции и криптовалюта, за счет чего тот же биткоин может очень сильно упасть. И как бы Ларри Финк не говорил, что биткоин это цифровое золото и он выступает защитным активом, он пока больше похож на акции и сильно зависит от настроений на фондовом рынке, что всегда необходимо учитывать в анализе цены, когда вы его покупаете и инвестируете. Сегодня я вам показал, какие могут быть последствия, когда инвесторы руководствуются только жадностью и на фоне шумихи скупают акции, не проводя перед этим анализ, что, честно говоря, очень тесно пересекается с криптой. Так вот, чтобы в будущем оценить реальный пузырь от роста крипторынка, необходимо более подробно разбирать общую обстановку, смотреть на важные индикаторы, анализировать показатели и только после этого принимать решение о покупке. Надеюсь, данное видео было для вас полезным, и если да, то не забудьте поставить лайк. Также напоминаю вам, что все вопросы или мнения по конкретным моментам из видео вы можете писать в комментариях. Дополнительно подписывайтесь на наш Telegram, а также жмите колокольчик, чтобы в будущем не пропускать новые ролики. Поэтому вам спасибо за просмотр. Как всегда, желаю вам удачи. До скорых встреч!